Привет, друзья, с вами Лада. Совсем недавно на прямых трансляциях мы плели вот такое замечательное панно солнышко. Кто еще не видел, но очень сильно хочет, ссылочки на эти видео я оставляю вот здесь в подсказках и в описании под этим видео, заглядывайте туда. При плетении этого панно я делала плавный незаметный переход на следующий ряд с закрытием предыдущего. Что дает этот переход? Ну, во-первых, очень красиво смотрится, то есть как будто бы каждый ряд закрыт. И новый ряд мы начинаем новыми рабочими трубочками. На самом деле это не так, мы просто делаем незаметный переход. И когда мы с вами меняем цвет трубочек на другой, это тоже очень красиво смотрится. То есть каждый рядок у нас закрыт. И посмотрите, нету никакого смещения. Если мы с вами посмотрим на плетение без этого перехода, то мы увидим следующую картину. То есть у нас ряды не закрываются. Мы плетем, например, ряд и ничего не закрывая, переходим на следующий ряд. То есть у нас как бы ряды плетутся по спирали. Вот так вот, увеличивая количество рядов, да, по спирали. Таким образом, если мы с вами будем менять цвет, это место будет заметно. Такие переходы чаще всего используются при плетении вот таких панно, подносов, или если мы хотим очень красивое аккуратное донышко со сменой цвета, этот переход тоже подойдет. Я не придумала сама этот переход, я нашла его на просторах интернета, очень много фото-мастер-классов посвящено этой теме. Но по многочисленным просьбам я снимаю отдельное видео, чтобы показать этот переход более подробно и в деталях. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Итак, начнем с того, что выкладываем скелетик донышка, как я его называю. У меня 3 на 3 трубочки выложено, и 2 рабочие трубочки собраны вместе. Итак, начинаем с вами оплетать этот скелетик. Заводим трубочки таким образом. Ну, тут ничего нового, да. Вот, и начинаем оплетать. Я показываю очень-очень подробно от А до Я, так что эти моменты я не буду вырезать, чтобы было наглядно показаны. Итак, вот мы с вами сделали 1, 2, 3. Дальше оплетаем 4-ю группу трубочек. Так. Вот у нас с вами что получилось. А теперь делаем переход. Смотрите, вот эта трубочка у нас наверху, это у нас внизу. Сейчас мы вот эту трубочку закладываем под низ следующей группы трубочек. Вот таким вот образом. А эта, которая у нас шла из-под низу, мы ее укладываем наверх. Вот что у нас получается. Таким образом, у нас по умолчанию уже вот эта группа трубочек оплетена. Плетем дальше простой веревочкой. Все то же самое. Но посмотрите, что у нас произошло. У нас вот этот вот ряд закрылся. Первый ряд у нас закрылся. Мы начали второй ряд. Вот у нас случился переход. Итак, плетем дальше. Последнюю группу трубочек оплетаем. Так. Оплели. А здесь, конечно, лучше всего отметить нашу начальную стоечку. Это вот эта вот трубочка, то есть от которой у нас началось плетение ряда. Вот эта трубочка. Вот мы с вами второй ряд тоже закончили. Сейчас мы должны перейти на 3-й ряд и сделать точно такой же переход. Итак, еще раз показываю. У нас 2 рабочие трубочки располагаются вот таким вот образом. Одна у нас идет из-под низа, другая наверх. Та, которая у нас наверху, мы ее заводим под следующую группу, под низ. Вот таким образом. А та, которая у нас снизу, идет наверх. Смотрите, что получилось. У нас второй ряд закрылся тоже. И если мы с вами посмотрим, у нас и первый закрыт ряд, и второй ряд закрыт. И совсем не видно, что мы где-то делали переход.
Итак, плетем дальше. Здесь плетем обычной веревочкой в 2 трубочки. Сейчас мы нарастим, вернемся. Итак, продолжаем плести. Здесь я нарастила рабочие трубочки. Это у нас пошел 3-й ряд. Сделали переход, плетем дальше. Оплетаем группы трубочек, пока у нас по 3 идут. Так, последнюю группу оплетаем. Так, у нас идет переход на следующий ряд. Здесь у нас начальная стоечка. Мы это не забываем. Сейчас мы начинаем оплетать по 1 трубочке. Для этого я немного вот так расширяю пространство между этими трубочками. Так. И здесь делаем точно такой же переход. Смотрите, вот у нас 2 рабочие трубочки. Мы бы могли продолжить веревочкой, оплетая следующую трубочку, но нам нужно сделать переход. Итак, та, которая наверху, у нас идет вниз под вот эту стойку. Вот так вот. А та, которая внизу, у нас идет наверх под эту стойку. Вот так вот. А далее мы оплетаем по 1 трубочке. Первая, вторая и 3-я. Здесь у нас переход получился. Вот так это все дело выглядит. Здесь то же самое. Я расширяю сначала расстояние между этими трубочками, а потом каждую оплетаю, так легче получается. Плетем веревочкой пока. Здесь нету переходов. Он у нас уже случился вот здесь. Так, я сейчас доплету до конца ряда, включусь, буду показывать дальше. Итак, я снова дошла до конца ряда. Вот у нас с вами начальная стоечка. И далее делаю снова переход, то есть закрываю этот ряд, который у нас уже практически проплелся. Вот эту верхнюю трубочку я под начальную стойку, а вот эту нижнюю наверх. Вот она у нас под низ ушла, а это наверх. Плету дальше. И давайте теперь поменяем цвет у трубочек. То есть у нас следующий ряд начнется другим цветом. Вот у меня более светлые трубочки подготовлены. Я оплела последнюю стоечку перед начальной. Вот так вот у нас все происходит. Итак, мы смотрим, если у нас с вами следующий ряд начинается другим цветом, то тогда получается вот эта трубочка у нас все равно уходит наверх. Значит, здесь у нас уже другой цвет трубочки должен быть. Значит, мы ее наращиваем уже вот за этой стоечкой. Сделаем это, нарастим. Так, уходит под эту стойку. А эта трубочка у нас идет вот под начальную, значит, мы за ней эту и нарастим. Так, вот у нас с вами такая картина. Нарастили вот это, у нас идет вот это. Итак, переход. Значит, эту трубочку, которая сверху, мы
под начальную стоечку, вот так вот, а эту наверх. Плетем в следующий ряд уже другим цветом. Вот что у нас получается здесь. Скоро ряд этот закроется. Оплетаем предпоследнюю, последнюю, так, и делаем переход на следующий ряд. Вот эта трубочка верхняя идет под нашу помеченную начальную, а это наверх. И плетем мы уже следующий ряд. Таким образом у нас этот ряд будет закрыт. Посмотрите, у нас и предыдущий ряд закрыт, и следующий, и совсем не видно смещения перехода на следующий ряд новыми цветными трубочками. Теперь давайте посмотрим на ту ситуацию, когда мы от веревочки в 2 трубочки переходим на веревочку в 3 трубочки. Также просили показать. Итак, смотрите, мы остановились на том моменте, где мы поменяли цвет у трубочек, то есть вот за этой стойкой у нас с вами произошло наращивание, и вот за этой стойкой. И мы следующую трубочку вставляем за следующей стойкой. То есть вот здесь вот. Так. Вставили. Ей мы и будем плести. Ну, тут можно не так уж наискосок это все дело сделать. Допустим, ей мы начинаем плести веревочкой в 3 трубочки. Принцип веревочки, то есть мы каждую трубочку заводим за третью, если у нас веревочка в 3 трубочки. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Ну тут слишком маленький круг. Я показываю всего лишь принцип, то, как это плетется. То есть сейчас мне не важно, красиво выйдет, некрасиво. Главное принцип показать, как делается этот переход. Еще раз скажу, что снимаю это видео по запросам. Кто меня просил снять именно видео. Так. У нас с вами последняя. Даже все. Мы с вами дошли до той трубочки, которая у нас перед начальной, но от которой пошла первая рабочая трубочка из веревочки в 3 трубочки. Закрываем этот ряд следующим образом. Еще раз ситуация, да, когда у нас с вами вот эта начальная отмеченная стойка, это та стойка, от которой пошла первая рабочая трубочка, вот она. Мы остановились прямо перед ней. Берем правую крайнюю трубочку из всех 3, вот эту вот, и заводим ее за 3-ю стойку. Раз, два, за 3-ю. Следующее из этих 2 берем крайнюю правую, это вот эту вот, заводим за 3-ю, то есть раз, два, стоечка, за 3-ю это за начальную, за отмеченную получается. Вот так вот. И эту трубочку мы заводим за 3-ю. Ну, тут получается, да, то есть за 3-ю это раз, два и за 3-ю. Потому что она выходит вот отсюда. Все. У нас с вами ряд веревочки из 3 трубочек закрыт. И мы можем с вами плести следующий ряд. Веревочка из 3 трубочек. А можем одну, например, убрать и плести веревочкой в 2 трубочки. Тут уже переход по Ричарду из «Страны мастеров» я смотрела. Тут можно использовать этот переход. И, допустим, если мы с вами переходим на другой цвет у трубочек, то, в принципе, это можно сделать следующим образом. Здесь, например, мы нарастим. То есть я сразу уже за стойками наращу.
трубочки на другой цвет. Так вот, что получается. Все назад, на место вернем. Так, у нас следующий ряд будет опять вот этими коричневыми трубочками. Вот эту трубочку можно обрезать с той стороны, а можно ее подогнуть к самой стойке вот таким вот образом и оплести ее вместе со стойкой. Давайте так и сделаем. Ни разу не делала, но так как она здесь прям просится, то мы это с вами попробуем осуществить. Допустим, оттянем и далее. Таким образом нам ничего не придется обрезать. Мне вообще не нравится что-то обрезать и подклеивать, потому что и с изнаночной стороны эти же тоже места видны. Вот, поэтому делаем максимально незаметно что-то. Если в этой ситуации это уместно, то почему бы это и не сделать? Так, ну вот у нас с вами мы дошли до нашего начала ряда. Вот наша стойка помеченная. Вот она. Делаем плавный переход на следующий ряд и закрываем этот. То, что у нас наверху вот эта трубочка уходит под стойку помеченную. Вот так вот. А та, которая внизу была, уходит наверх. Все, и дальше мы с вами плетем. И так далее по кругу, меняя цвета, меняя узоры. Тут, если нужно, вы добавляете дополнительные стойки. Вот что получается. Еще такой нюанс, если вам нужно незаметно поменять цвет, чтобы было эту смену цвета и не видно и с изнаночной стороны, то я это тоже показывала в одном из своих видео. Его можно посмотреть вот здесь. Но у нас получилось вот такое вот круглое донышко, заготовка, да, потому что это образец. Такой переход у нас с вами получился. На мой взгляд, такие переходы очень нужны для плетения панно, для плетения подносов с какими-то узорчиками, для плетения разноцветных подставок. Будет очень интересно смотреться. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, помогло. Желаю всем легкого плетения, вдохновения. Если есть какие-то вопросы, может быть, что-то непонятно, пишите в комментариях под этим видео. Я на все обязательно отвечу, с удовольствием с вами пообщаюсь. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!